Всем привет! Меня зовут Андрей Косяков, я руководитель компании Vision Pro, и это наши видеоуроки для дизайнеров. В предыдущих роликах мы затрагивали общие темы видеокреативов, рассказывали, что это такое, где это может применяться и какие типы видеокреативов бывают. А с этого урока мы начнем углубляться в тему именно производства рекламных видеокреативов. И сегодня поговорим про этапы работ над видеокреативом. Погнали! Разумеется, в разных системах и разных компаниях подходы и этапы работ могут отличаться. Но сегодня мы поговорим про самую стандартную и самую распространенную схему работы, которая может быть применима не только в наших рекламных креативах, а в видеодизайне в целом. Итак, первый этап – это изучение материалов проекта. Если вы первый раз делаете ролик по какому-то проекту, то когда вы получите ТЗ, в первую очередь необходимо внимательно изучить материалы, с которыми вам предстоит работать. Объемы материалов могут быть разными, зависит от самого проекта и от его типа, и могут весить как 200 мегабайт, так и 150 гигабайт. Например, ассеты по 3D проекту могут быть очень тяжелыми. Или наоборот, если вы делаете рекламу для приложения для спорта, то там кроме графических элементов иллюстратора может больше и ничего нет, и они весят очень мало. Но я рекомендую в любом случае выгрузить себе на компьютер все ассеты и подробно их изучить. Это займет время, может быть даже целый день. Но сделать это нужно всего один раз, и это точно пригодится, если вы планируете в дальнейшем брать в работу задачи данного проекта. Отлично, изучили материалы, поняли, с чем предстоит работать, и следующий этап – изучение ТЗ. Теперь можно открыть техническое задание и внимательно его изучить. В хорошем ТЗ у вас всегда будет общее описание задачи, референсы и ссылки на необходимые материалы и другая полезная информация для реализации задания. Внимательно все изучите. И если вам что-то непонятно, не хватает каких-то материалов или есть нерабочие ссылки, то обязательно обратитесь к менеджеру или креативщику и уточните интересующие вас вопросы. С материалами проекта разобрались, с ТЗ все понятно, и теперь переходим к третьему этапу, к статике. Теперь нам необходимо собрать картинку перед анимацией и утвердить ее с менеджером. То есть собираем локацию, расставляем персонажей, выделяем ключевые объекты и делаем все в соответствии с основными правилами работы над рекламными креативами. Об этом мы обязательно поговорим в наших следующих уроках. И когда вы считаете, что все готово, отправляем статику менеджеру на approve. Он со своей стороны проверяет, все ли хорошо считывается, насколько гармонично выглядит картинка, все ли объекты присутствуют и соответствуют стилю проекта и так далее. И если необходимо, дает корректировки. И так через общение с менеджером мы доводим статику до необходимого качества. В некоторых компаниях мы можем все чаще встретить, что позиции графического и моушен дизайнера разделены. И в таком случае моушен дизайнеру статику собирать не придется. Итак, статика готова, все разбито по слоям и все объекты на месте. Передний план отдельно, задний план отдельно, персонаж разбит по частям тела, есть сундуки, есть тени, и мы готовы переходить к четвертому этапу анимации. Четвертый этап мы разобьем на 3 подтипа. Это аниматик, финальная анимация и постобработка. Аниматик – это ролик с предварительной анимацией. То есть примерный набросок того, что и когда будет происходить в нашей рекламе. В аниматике у нас нет детальной персонажной анимации, нет VFX. Примерно настроено движение камеры и так далее. Аниматик нам нужен для того, чтобы мы понимали, что в какое время происходит, как примерно кадрирована камера и точно ли мы влазим в тайминг, так как чаще всего наши ролики имеют ограничение в 30 секунд. А самая неприятная и сложная корректировка является корректировка, затрагивающая тайминг. Итак, аниматик готов, и мы готовы переходить к следующему этапу. Это основная анимация. Здесь мы переходим к детальной анимации объектов и персонажей. Персонаж начинает нагибаться, приседать, улыбаться, камера двигаться мягко и плавно.
Рука двигается с инерцией и появляются огонь от взрывов, электрические разряды от молний и все, что необходимо ПТЗ. И вот вроде бы все готово, и здесь мы переходим к последнему этапу анимации — постобработка. На нем мы доукрашаем нашу картинку. Накидываем отблески от выстрелов, моргание фонарей, капание дождя и другие красоты, чтобы наш ролик смотрелся сочно и красиво. И отправляем все это на Approve менеджеру. Анимация готова и заапрувлена, и мы готовы переходить к следующему этапу — озвучка. Добавляем подходящую по атмосфере музыку, добавляем звуки шагов, звуки эмоций, звуки выстрелов, звуки атмосферы и так далее. И чем наполненнее вы это сделаете, тем круче будет смотреться ваш креатив. И если наше видео полностью готово, мы готовы переходить к последнему финальному этапу — это подготовки ресайзов и коллекта. Режем наше видео 1920 на 1920 на необходимые ресайзы, разносим интерфейс и подготавливаем, если это нужно, PSD и коллект к проверке. И после того, как менеджер проверит все исходные файлы, если все окей, то мы получаем от него заветная задача завершена. И теперь мы готовы переходить к следующему заданию. В данном видео мы подробно поговорили про все этапы работы над рекламными креативами. Но также мы затронули такие темы, как ресайзы, озвучка и другие моменты, про которые мы обязательно поговорим в следующих видео. А сейчас мы заканчиваем наш урок. Всем спасибо за внимание, всем до скорых встреч, всем пока!